В этом году исполняется 50 лет одному из самых известных военных инцидентов с неопознанным объектом в небе. 19 сентября 1976 года. Тегеран. Жители сообщают о странном светящемся объекте в небе. Сначала это можно было бы списать на ошибку наблюдения, но вскоре в воздух поднимают истребители F-4. Пилоты говорят о необычной цели, сбоях связи, проблемах с приборами. А полвека спустя этот случай до сих пор обсуждают. И главный вопрос не в том, были ли это пришельцы. Главный вопрос, почему даже военные, техника и документы не всегда дают ясный ответ. Сегодня мы разбираем тегеранский инцидент 1976 года с заслуженным военным летчиком, генерал-майором авиации Владимиром Поповым. Владимир Александрович, сразу к вам первый вопрос. Вот для военного летчика неопознанный объект – это что? Это мистика или задача, которую нужно срочно и сразу классифицировать? Абсолютно верно. Это боевая задача, одна из таких, которая решается именно наблюдением. То есть нужно идентифицировать объект, который появился. Пусть он будет или природного характера, или световой какой-то объект там появился, или это будет воздушное судно, неопознанное. То есть оно идет не по плану. И в этом случае, в обязательном порядке, его нужно идентифицировать. Иначе ведь нужно включать систему ПВО в работу и уничтожать. Тем более по плану никто не знает, что это такое. А вот скажите, как происходит классификация объекта? Какие этапы проходит пилот от момента, как он поднялся в воздух, ну там, не знаю, условно, до момента, когда он нажимает кнопку «Наверное, «Уничтожить»? Не с момента уже поднятия в воздух пилота, а до этого принятие решения есть. То есть командование, специальные силы и средства, которые дежурные, это в системе ПВО, в системе управления воздушным движением, гражданского сектора, военного сектора. Работают специалисты, которые наблюдают за воздушным пространством в любое время дня, ночи и суток, да, и посекундно даже. Но есть планы использования воздушного пространства, которые за сутки, за несколько дней оформляются. И они доводятся, ведь летают международные воздушные суда, которые, допустим, в то время с Советского Союза могли лететь в Тегеран или через Тегеран дальше в Индию, допустим, и еще куда-то. Вот в этом плане, если вдруг из этого плана что-то выпадает или появляется новое, вот это и есть уже принцип, когда нужно включать новую технологическую программу. Что это такое? Это нарушитель воздушного пространства. А какие нарушители могут быть с задачей нанести поражение или произвести разведку воздушного пространства соседнего государства, допустим, да? Или это случайный попал, то есть он в воздухе оказался и заблудился, грубо говоря. Какой регламент все-таки, как классифицирует? Вот пилот поднялся, он докладывает обо всем руководству. То есть не он ведь классифицирует, он докладывает, а принятие решения происходит на земле. На земле, командный пункт, конечно. Летчик только смотрит, так, то есть пользуется средствами объективного контроля, которые есть на борту, например, локатор, прицел свой, так, технические какие-то средства управления, а потом глазами, конечно. Самое это главное, это человеческий взгляд, который может видеть конкретно, что это летит и как оно себя ведет. Это агрессивное поведение или это просто полет, который связан, может быть, с движением воздушных масс. Ну, шар воздушный летит, допустим. Или это облака как-то так засветку имеют, такую мощную, что они отмечаются как воздушное судно. В какой момент, когда военные получают сообщения, например, от гражданских, да, это же жители начали массово звонить в Тегеране тогда, в эту ночь, в какой момент это перестает быть наблюдением очевидцев и в какой момент это становится поводом поднять авиацию? Дело в том, что если есть рассогласование вот этих планов обычных работы по использованию воздушного пространства того или иного национального государства, и есть предположение, вот в этом случае, тегеранский случай 19 сентября, это же шло со стороны Советского Союза тогда, границы-то близко очень находятся, и есть возможность его нарушить, это воздушное пространство, соседями, случайно, может быть, по ошибке.
а может быть целенаправленно. Тогда ведь Иран был союзником Соединенных Штатов Америки. И поэтому это был противник Советского Союза. И как раз накануне такие были случаи, когда нарушение было со стороны Ирана, воздушного пространства Советского Союза, и где-то ошибки были наших, и авиации там, погранвойск, и авиации ПВО. И поэтому, конечно, это дифференцировали все и следили друг за другом очень внимательно. Вот в чем дело. 10 человек позвонили ночью и сказали, мы видим странный объект. Как военные проверяют? Усиливают, во-первых, сразу наблюдение за указанным сектором или вообще круговое наблюдение. Это включают дополнительные локационные станции, включают пеленгаторы дополнительные. Есть дежурные средства, они очень ограничены. И есть дополнительные средства усиления, как мы говорим. Более того, уже сразу же команда дается на дежурное звено, так называемое, где истребители системы ПВО и система ПВО наземная, включаются дополнительные силы и средства к работе, чтобы мгновенно прореагировать. Ну, самое лучшее – это, конечно, послать истребитель и идентифицировать цель, увидеть это все. Вот в этом и заключается смысл работы. Военные решили все-таки проверить, да? Все это перешло из разряда «показалось» в разряд «давайте проверим». Да, командование ВВС принимает решение, и ПВО все-таки идентифицировать эту цель. По задачам, что сразу должен сделать пилот, который выходит в район предполагаемой цели? Ну, давайте сразу оговорим, что это было ночное время. Это тяжелее было. Радиотехнически, да, мы видим эту цель, допустим, или можем ее определить. Эта точка будет на экране каком-то. Или экрана управления на земле системы ПВО, или на самолете прицел, как мы говорим. И второе – это визуально. Если хорошая погода, можно видеть вот действительно так, как мы сидим с вами сейчас друг друга, да, и объект какой-то, нарушитель, будем говорить, сразу ему дается нарушитель воздушного пространства. Но это в кавычках мы понимаем, потому что он может быть случайным, может быть плановым, но мало ли задержка какая-то была, и воздушное судно идет вроде по плану, забыли где-то отметить этот план. Тут характеристик очень много таких. И, соответственно, летчик внимание обращает именно на пространственную ориентировку, и что это, где, на каком удалении он его увидеть может, как он его опознает, что-то, или проблесковые маячки работают в ночи, или это объект светится, или он идет молча, закрытым и не отвечает ни на какие команды. Вот даже так. Вот здесь то, о чем указывали свидетели, да, уже военные пилоты, что радары не могли идентифицировать, связь постоянно прерывалась, приборы давали сбой, пока F4 кружила и пыталась идентифицировать этот объект. Вот в этой ситуации, если, например, включается задача именно перехвата ночного. Насколько это сложная задача? Обычный ночной перехват воздушного судна любого зависит, конечно, от высот полета, во-первых, нарушителя. На малой высоте одно, потому что вот здесь это Иран, это горная местность как раз, район. Там слишком низко идти опасно. То есть летчик должен атаковать тогда с высоты более высокого полета и снижаясь до минимальных высот. Если это на большой высоте идет, ему проще. Он идет на средней высоте и смотрит воздушное пространство снизу. Как бы атаку снизу осуществляет. И, соответственно, включает вот «Фантом» F4 как раз, как в истребительной авиации, как он перехватчик выполнял роль в этом случае. Летчик включает прицел сразу и еще получает с командного пункта наведение, команды наведения. То есть какой азимут, какая дальность до цели примерно. Ему это все говорят, какой сектор, какая высота примерно. Если это все видят локаторы. А что в таких ситуациях вообще важнее, вот на ваш взгляд? Визуальный контакт, данные приборов или оценка самого экипажа? Комплексно, скорее всего, все суммируется, потому что тут доверять одному прибору, допустим, радиолокационному контролю, это одно дело. Доверять глазам – тоже другое дело. От яркости зависит его приближение. Чем ярче объект, кажется, он рядом.
А на самом деле до него можно лететь и лететь несколько часов. Вот в чем дело. Но летчик же может ошибиться. Конечно, вот и к этому я и веду, что каждый даже воспринимает психологически эту информацию, может по-разному, от настроения, от той задачи, которую ему поставили. В этой истории, как бы с тегеранским инцидентом, часто упоминается сбой связи и приборов. Причем информации, в принципе, мало, да? Она была то ли засекречена, то ли не получила настолько широкой огласки из-за того, что это был 1976 год. Но военные очень четко тогда формулировали, что сбой связи и приборов. Вот как военный летчик, вы бы это рассматривали в первую очередь как воздействие извне, как технический отказ или помеха, или стрессовая интерпретация экипажа. Вот как это можно объяснить? Кстати, все может быть, имеет место быть и стресс, потому что человек дежурил, он в каком состоянии был? Он готов был к вылету именно этому случайному, так сказать? Или он расслабленный был, или уставший, наоборот. Вот от этого тоже. Как он воспринимает этот сигнал? Теперь взлетел. Это же настрой, это же работа, это задача экстренная. И тут он собирается. Одно дело волю в кулак, так? А другое дело стресс-фактор на него действует. Тоже же. Мы же люди все. Человеки, как говорится. И не исключено, что он заволновался от этого каким-то образом. Теперь восприятие будет другое. Следующее. Приборы работают, вы говорите. А включено было все. А прогрелись эти приборы. Локатор прогрет был. Он рабочий был. А может быть, технический отказ был. А может быть, по технологии нарушение было. И он не отказал. Он просто еще не нагрелся, не отработал, а уже цель вот она. Он ее видит, потому что яркая была очень. И он торопится. Психологически он не был готов выждать это время. Он знает, что через 30 секунд или через минуту только все включится потом. Но он уже передает, от него требуют, видишь? Он, да, вижу, а у меня отказали прибора. Так, или, может быть, электромагнитная несовместимость какая-то. Мы знаем же природные явления. Да, конечно. Электрическое, статическое электричество появилось там. Оно гасит каким-то образом радиосвязь, например, или нарушает, шумы идут. Он слышит эти шумы. Переключить канал надо. Или уйти от этого шума. Забывает, потому что он занят поиском этой цели, а тем более у него зрение уже так направлено было целевым значением. Там же летчик подтверждает, что он за 100 километров, уже более 100 километров, уже увидел этот светящийся объект. Значит, шар этот был, или вот этот вот светящийся объект был ярким до такой степени, что он его на большом расстоянии определил. Идентифицировал. А насколько вообще надежно визуальное наблюдение пилота ночью? Вот насколько к этому можно относиться? Все зависит от метеоусловий. Если вот в данном случае это были простые метеоусловия, понимаете, тут, конечно, и какая луна была, полнолуние, или это только зарождалось, или уже закат луны был, да, потом как звезды себя вели, сколько их было. А может, дымка какая-то была, пылевая среда какая-то была. Или облака размытые были. Есть же кучево-дождевые бывают. То есть закрывают пространство, и ты не видишь. И приборы также работают на этом принципе. То есть иногда прицел видит, все хорошо, а иногда он засвеченный. И надо его регулировать постоянно, чтобы увидеть. Вот в ПМУ, в простых метеоусловиях, конечно, летчик на свое зрение больше доверяет, больше обращает этому внимание. То есть закабинное пространство у нас идентифицируется почти на равных с приборным полетом. Ночь – это приборный полет, в принципе. Мы работаем в 90% это времени, следим за стрелочками, за приборами, по которым мы выдерживаем заданный полет. А только иногда смотрим вперед, назад, туда, вбок, влево, вправо. Для чего? Мы ищем цель тоже. Глазками. Глазками, да, то есть визуально за пределы кабины. И ночью, конечно, тут все играет по-разному. Давайте поймем, какие версии самые простые, от самых простых до самых сложных. Да? Вот самая простая, насколько я понимаю, это астрономический объект.
Да, то есть звезды могли быть или какие-то там вот случайности такие, когда что-то зависает, ярко вспышки какие-то. Мы понимаем, знаем, что такое молния, что такое электромагнитные разряды там какие-то идут, или шаровая молния, например, когда она летает, тоже у ней непонятные движения такие резкие. Бывают светящиеся авиационные бомбы, например, на полигонах сбрасываются, и они работают, когда... И ты видишь все на земле, как днем. А если ты этого не знаешь, что это работает на полигоне или на специальном каком-то вот моменте, где фотографирование ночное идет дневным фотоаппаратом, не ультрафиолет, там, не тепловые вот эти вот лучи и локационные лучи измеряются и фотографируются, а именно визуально. Значит, вот эти вот фотабы называются, фотографические авиационные бомбы. Это вспышки, и горят такие яркие объекты, а еще их несколько может быть, а ты же их можешь видеть в один ряд. Попал таким курсом, да? С разворота ты видишь 3, потом опять подвернул, или они ветром развернулись. И кажется, то они делятся, то они вместе сходятся. И вот это же в голове, когда ты не знаешь что-то, это настоящее, да, можешь себе представлять, дорисовывать. Это воспроизводство уже мыслей там, да, фантазировать даже где-то. По поводу дорисовывать, вы мне в начале записи передали рисунок. Расскажите, что вы нарисовали, Здесь я исходя представил из чего? себе, значит, вот тот ситуационный момент, когда летчик из кабины F-16, именно вот приборная доска у него как, вот прицел его, как он видеть мог объект, и как объект визуально, вот этот яркий объект был, значит, в пространстве у него внешнего осмотра и внутри как. Смотрите, блики какие, как он располагается и какие лучи у него. Что-то там, описание было, отделялся якобы объект и направлялся в его сторону летчика и вниз, и он видел даже земную поверхность там, яркую. Так вот я к чему говорю? А что это были? Может быть, это фотабы были, может быть, это космический аппарат запускался, и вот произошел взрыв его, и облако вот этого свечения за топливо, за все это, да, долго держалось в воздухе, неизвестно. Поэтому идентифицировать ему было очень тяжело это все. Я правильно понимаю, это вы, прочитав отчеты военных тогда из Тегерана, сделали конкретный рисунок? Как это могло бы выглядеть визуально из кабины? Визуально ночью именно, да? Как вот мы видим горизонт какой, как у него прицел, один визуальный прицел и локационный работает, как он видит, как он доворачивает на него. И чем ближе он подходил, тем ему это казалось ужаснее, ярче. Очень трудно, находясь в кабине, занимаясь пилотированием, так, занимаясь включением приборов, выключением вот прицелов, там, да, и тут же еще оценивать обстановку, что это такое, и передать вовремя и правильно и координаты, и сам объект, как он видится, на КП, чтобы люди тоже воспринимали и понимали смысл. Тебя недаром послали туда. Ты должен это грамотно все оценить обстановку и доложить. Вы изучили карту Тегерана того времени, да, 1976 года, и с учетом анализа, откуда летел объект, в какую сторону, с какой точки, там, с севера, с юга, вы предположили, что все-таки объект, который наблюдали пилоты F-4, находился в сторону нашей границы. Более того, я мог сказать даже, что это как бы рукотворный, получается, объект. Да, действительно. Там вот эти ракурсы, как раз северо-западный, потом северный, северо-восточный немножко, от Тегерана, это были наши полигоны, где мы могли запускать, Капустин-Яр, например, на Волге, где могли запускать аппараты космические, космического назначения, ракетоносители, как МБР. Это межконтинентальная баллистическая ракета, или исследовательские, те же «Космос» под номером различным. Так?
И мог он или благополучно взлететь, или мог аварийно. То есть вот взрыв произошел, топливо это, возгонка идет, это зависает все в зависимости от разных ситуаций. Или это свечение идет, и оно, первая ступень заканчивается, она тоже разделяется. И это все видно бывает, когда ты знаешь технологию запуска космического аппарата. Это первое. Второе, там есть полигон рядом системы ПВО, где стрельбы проходили. И вот я говорю, что у нас, на нашей территории Советского Союза, как раз тоже это где-то в районе Астрахани, будем говорить, так, и вот там тоже могли светящиеся авиационные бомбы большой мощности запустить, и они делятся. Бывает, что-то не так гореть начинает, или несколько их, и одна догорает, парашют сгорел, она же висит на парашюте, висит, понимаете, объект горит очень ярко. И я же недаром говорил, ночью это видно очень далеко, и кажется, это близко прям. Падает, вот луч падения, и освещает еще и землю. Он это видеть мог, действительно. А яркость видимости и дальность видимости еще, отметил условия. Вот было чистое небо до такой степени. Воздух был сухой, прогретый и незапыленный. И он видел, может быть, вот тот район за несколько сот километров, где не должен был вообще, и никогда он этого не видел. Теперь Байконур рядом тоже там. И тоже это же запуски, аварийные ситуации или плановые. И оповещения тогда не было за счет того, что мы много делали секретного. Какая версия вам, как военному летчику, кажется наиболее профессионально допустимой? Я думаю, что вот то, что мы сейчас оговаривали, что это могло быть рукотворным, и именно по запускам космических аппаратов связанное, да, к НЛО это практически, я думаю, что притянуто за уши, мягко говоря. Мы сегодняшним неслучайным разговором не доказываем, что это был инопланетный корабль. Мы разбираем, почему объект остался неопознанным и как военные реагируют на такие случаи. Смотрите, 1976 год. Действительно, Иран – союзник США. Техника была американская вся в Иране, в 4 американские самолеты. Правильно я понимаю? Да, регион напряженный. И, соответственно, этот контекст, он же тоже влияет на восприятие этого инцидента? Да, более того, все документы оказались архивные не в Тегеране на сегодняшний день или в главном штабе ВВС Тегерана, да, вернее, Ирана, а в Америке, в ЦРУ. Есть история, про которую мы сегодня вспоминали с вами до съемки. Мы сбили ПВО, гражданский самолет, американский, если я не ошибаюсь, да? Вот чуть подробнее скажите, тогда также поднялись военные летчики в небо. Был ли этот объект идентифицирован как самолет? И в какой момент, и почему приняли решение по нему ударить, да? Работать. Дело в том, что этот объект, это был Боинг 747, это очень большой самолет южнокорейских авиалиний, и шел из Анкориджа вдоль наших государственных границ, то есть это Камчатка, вы представляете, вся пролетел он, заходил, нарушая воздушное пространство. И в это же время, вот все это время его сопровождали периодически наши самолеты, истребители-перехватчики, но идентифицировали, что это идет. Даже мы знали, что именно вот подходили близко и пытались эволюции, пытались включением фар, отстрел ракет сигнальных привлечь свое внимание, чтобы экипаж не бездействовал. Такое ощущение, что они или уснули, или не обращали на нас внимания, чем-то занимались своим, а может, был отказ, поэтому вначале не принимали решение нанести по нему удар. Его пропускали даже через нашу территорию. Но каждый раз все это нарушение повторялось. Это трижды он как бы проходил отдельные участки и попадал в наше воздушное пространство. И только уже над Сахалином было принято решение окончательное. И Москва, кстати, молчала. Принято было решение командиром дивизии ПВО все-таки Су-15 самолета-перехватчика выполнить атаку. Сначала предупреждение ракету дали по курсу с некоторым пересечением, но не реагирует, тогда удар, иначе он уйдет уже из воздушного пространства. А скорее всего функция была все-таки у этого самолета разведку провести.
вызвать как можно больше включения систем ПВО в то время. Это же холодная война была. Но в самолет-то был гражданский, он же с пассажирами летел, там же погибшие были. Вот тут тоже большой вопрос остается до сих пор нерешенный. Серьезно? Или это была провокация хорошо спланированная, потому что там и спутники разведывательные американские в это время проходили над этой территорией, и работали самолеты-разведчики, типа КСИ-130, там, СР-71. Это хорошая глобальная операция была. Поэтому у нас есть причина говорить о том, что это все-таки специально сделано было. Провокация большая, организована целая операция. А принято решение, до сих пор я уверен, что правильное. Если что-то случается, мы же оговариваем всегда. Есть каналы международной связи, где можно. Есть каналы оповещения СОС включить. Просто одну кнопку нажать, и мы знаем по радиобуям, что это будет авария какая-то. Тогда никто ничего не сделает против. И пусть он уйдет, мы потом разберемся. Но тут молчание было полное. И в течение ночи, в течение нескольких часов он бороздил наше воздушное пространство, входил и выходил, и опять продолжал полет. Хорошо, кто тогда осуществлял разведывательную деятельность, если на этой версии остановиться? Американцы? Однозначно, американцы. А это их сателлиты. Какая разница? Это японцы были бы, японская компания, это была корейская компания, а может быть даже и немецкая. Вот смотрите, вернемся теперь к Тегеранскому инциденту. Тогда этот объект, он неопознанный, да, растворился условно и исчез. В момент, когда он был визуально подтвержден и виден, приказ работать по нему не поступил. Почему? Скорее всего, потому что конкретно не был идентифицирован, что это за объект. Потому что рядом находился и самолет, кстати, иранских авиалиний, воздушное судно гражданское, которое шло в аэропорт Тегерана. Так, они тоже наблюдали этот объект и тоже находились в поле зрения. Тут могла и ракета ошибиться, с какого курса шел «Фантом» еще там, а их «Фантома-2» было. Один ушел, потом поняли, что он что-то говорит не так, и у него какие-то есть отказы. Ему не поверили летчику. F-4 вы имеете, да? F-4 «Фантом», да. «Фантом», да. Вот. И послали второго еще. И тот подтверждал примерно то же самое. А то, что говорили, что там какие-то помехи были, я уже оговорился, что это могло быть стечение обстоятельств. А вы говорите, не поверили первому летчику. А что же он такого говорил? Ну, то, что вот этот объект очень яркий, так, он что, движется или висит на каком-то месте таком, и сколько он к нему бы не подходил, он как бы отодвигался от него, уходил. Понимаете, вот юмор в чем. Значит, он был так далеко, но такой яркий, я к чему говорю, что глаз его обманывал летчика. А КП на земле все-таки они понимали, что там стрессовая ситуация у летчика, что есть какие-то особенности, и это непривычная цель, которую привыкли мы атаковать самолет, атаковать воздушный шар там. А тут светящийся объект. И движущийся, и каким-то образом изображающий из себя что-то непонятное, конечно, он давал повод не совсем адекватной работы этого летчика. Раньше Пентагон называл это УФО, НЛО, да? Сейчас UAP. Все-таки они сменили аббревиатуру и сменили название, как бы уходя от тематики пришельцев. Как вы думаете, почему? Правильно, потому что, смотрите, есть природные явления. Мы их множество можем классифицировать и в какие-то графы занести. Я уже оговаривал, это там молния, это там кучевые облака, это свечения определенные есть. А некоторые даже вещи мы не знаем до сих пор. Вот в чем дело. Природа – это стихия воздушного массы, вот это тем более, и все новое и новое нам что-то подсовывает. А вот вы мне скажите, вот главный вопрос. Если даже пилоты, военные, диспетчеры, радары и отчеты не дают окончательного ответа о том, что это за объект, да? О чем это говорит о системе наблюдения? Она несовершенна, эта система наблюдения? Нет. И где проходит граница между «мы не знаем» и «мы начинаем додумывать»?
правильно тут все додумывать. И рождаются мифы об НЛО. Мифы, да. Но система есть... наблюдения несовершенна. Да, безусловно, потому что мы не все знаем. Мы не имеем еще вот того инструмента, который бы точно определил, что это хотя бы. Или это рукотворное что-то, или это природное. Понимаете, даже в этом смысле вот две вещи таких простых. Это воздушное судно, шар, зонд, допустим, или это дирижабль, или это бомба светящаяся, или это ракета. Или это молния шаровая, или это молния, или это зорница, как мы говорим, или свечение через облака идет лунного света, преломляется по-разному. Даже это мы не можем еще пока. Значит, у нас приборы и возможности наши ограниченные. Приведите какой-нибудь пример, когда вы видели что-то неопознанное, но уже в процессе поняли, что все-таки это ближе к природному явлению, да, а не к какой-то мистической истории. И вот например, как вы это наблюдали? Да, это, например, вот с электризацией воздушных масс. Летишь, и вдруг начинает светиться какой-то объект впереди тебя. Понимаешь, что это в облаках, ночь то же самое, как правило. Да, необычный. Потом начинает это движение к тебе, и вдруг по тебе проходит это. Вот именно типа что-то, условно говоря, шаровой молнии. Ну, это не шаровая, это что-то вот, сгусток электроэнергетического такого заряда был в облаках, потому что трение воздушных масс идет. Мы это знаем, в принципе, но когда ты впервые сталкиваешься, даже ты читал, ты методически тебя учат, грамотно объясняют все, но когда ты с этим столкнулся в первый раз, это впечатляет. Понимаете, в чем дело? И ты задумываешься, а что же это было? Потом, да, после посадки успокоился, ты понял, что это такое. Тегеранский инцидент 1976 года до сих пор остается сильным, именно потому, что он не дает удобного финала. Там есть все, как в триллере: звонки очевидцев, военные реакции, истребители, сообщения пилотов, сбой, отчет, и все равно нет ответа, который можно поставить жирной точкой. Но, возможно, ценность этой истории не в том, чтобы доказать существование внеземного разума, а в том, чтобы показать предел любой системы наблюдения. Даже подготовленный пилот, военный самолет, диспетчеры, техника и документы не всегда превращают неизвестное в понятное. И здесь самое честное слово – это не пришельцы и не выдумка. Самое честное слово – это неопознанное. Это был не случайный разговор. Мы разбираем события, где простого объяснения недостаточно.